Тоже еще раз всем здравствуйте. Всем здравствуйте, дорогие друзья, мальчики и девочки. Добро пожаловать на канал. Ну что же, сегодня мы с вами поиграем в игрушечку под названием Call of Juarez, Gunslinger. И иными словами выражаясь, ЗОВ Хуана. Или Хуареса. ЗОВ Хуана. Так, для начала давайте... Так, с справкой параметров, что у нас здесь обучение быстренько. По звуку что? Ни громко, ни тихо, вроде должно быть нормально. Нормально? Так, инверсия, значение. Так, ВСД, нормально, всегда бежать, бег, всегда пригибаться, контрол. Нормально, это, я думаю, разберемся, плавность курсора. Так, по звуку. Так, эффекты. Давай немножечко. Общего звука нет. Русские субтитры, то есть у нас не будет. Да, full Russian language, то есть будем читать с вами субтитры. Окей. Изображение. Так, синхронизация. Так, дальность переработки. Окей. Ну что, погнали. Громочку оставим где-нибудь здесь, пока непонятно. Так, начать игру. Так, история, аркада, дуэли. А это типа уровни сложности или это что? Так, ну давай начнем, наверное, историю. Так, вот, обычная в истоке, настоящий Запад. А здесь аркада, это что? Графство Линкольн. Ну это типа аркадный режим. Это игра на счет. 3 звезды, понятно. А дуэли это прям реальный. Так, мы рекомендуем начать игру с режима истории. То есть это прямо типа PvP. Ну окей, давай. Давай. Обычная, высокая. Давай на обычный, господи, какая разница. Мы-то... Хоть мы и прошли Red Dead Redemption, да, мы возвращаемся на Дикий Запад. Эбилейн, Канзас, 1910 год. Диалоги, в принципе, читать не буду. Можно будет, чтобы не перебивать атмосферу. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. То есть у нас будет какая-то история в салуне. Главный герой будет что-то рассказывать, и это будет как бы мы будем это проецировать в самой игре. Так, готов. Однажды в Stinking Springs нажмите, чтобы начать. Получая новый уровень опыта, сразу же используйте его. Если вы хотите, чтобы комбо длилось дольше, войдите в концентрацию, подержите оружие и продолжайте стрелять. Окей, давай смотреть. Обычный вестерн. Это просто около 30 лет назад. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs.
Так. I threw in with the kid 23 because the декабря man I had sworn vengeance on was 1780. riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, Так, что здесь? let me tell you what Это happened that разрушенный day. амбар. I was heading back to the hideout when Что-то подбирать suddenly можем, вопрос. I had this funny feeling. Коробка. No, Steve. The other kind of funny. Ага. Так, хорошо. Типичный линейный шутер. Так, пока у нас, видимо, ничего нету. Так, нажмите О, чтобы открыть задание. Так, вернитесь в убежище. Контрольная точка. Звезда. Так, это, я так понимаю, карта у нас... Ага, шестизарядь. Хорошо. Есть контакт. Вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Вам необходимо для перехода на новый уровень получения дополнительных способностей. Продел, чтобы продолжить. Нажмите Shift, чтобы бежать. Так, патроны брать не можем. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Хорошо. I decided to help Billy and the boys out. Так, нажмите Q. Так, ваша индикатор концентрации заряжается при стрельбе в врагов. Хорошо. Так, получили выстрел. Ага. Выстрел в голову. Вау. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Ну слушай, пока. Так, попали. Типа. Так, а где мое здоровье, вопрос? Хорошо. Так, проходим. Так, это что? Так, секрет 1.3 в графстве Линкольн. Какие-то карты. Вы достигли нового уровня, нажмите U, чтобы открыть меню навыков. А теперь у вас есть одно очко стримера, да? Как водится. Перейдите в одну из 3 категорий и приобретите. Стрелок. Отчаянный герой с 2 стволами. Рейнджер. Меткий стрелок на больших расстояниях. То есть это прокачивается винтовка в основном. Зверь, боец ближнего боя. То есть это типа винтовка, а это типа ружье-дробовик. Плюс какой-то странный пистолет. Отчаянный герой с 2 стволами. И тут я начинаю шмалять. Так, на общий опыт 2500, уровень 2, следующий уровень 9000. Ну, давай сюда, наверное, что у нас здесь вообще. Пока закрыт. Так, револьвер в каждой руке. Возьмите 2 револьвера и устройте им ад. Имея с собой револьвер, нажмите прокрутку вверх или 3, чтобы взять по стволу в каждую руку. Ну, давай. 3. О, есть контакт. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. О. Хорошо. В принципе, надо бы, да, перезаряжаться, но он... 2 ствола он, конечно, перезаряжает дольше. Хорошо, убийство в падении. Опа. Так. Вы можете увернуться от пули только так, когда индикатор смерти полностью заряжен. А уворачивайтесь от пуль, чтобы так клониться вправо. Хорошо. Есть контакт. То есть он откадешивается непосредственно, ну, по времени, да, вот мы видим. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed.
Давай, идем. То есть наша цель, чтобы понимали, здесь карты нет, я так, да. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Хорошо. Ну, с 2 стволов песочим их пока. Желательно нужно стрелять в голову. Тогда и текстурчика будет расти. Шоколад. В принципе, лут подбирается автоматически. Главное, чтобы открыть задание. Проберитесь к задней двери фермерского домика. Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Kill them for Christ's sake! Ну, в принципе, здесь, да, как таковой, вводить концентрацию. Он еще все это при этом, да, как бы рассказывает. То есть это все происходит как бы в истории. И ты хочешь как бы, да, посмотреть, что он там говорит, но ты этого сделать не можешь. Либо можешь, но тогда тебе будет не совсем... Так, я бы хотел вот забраться бы еще наверх. Посмотреть, что здесь. Ага, где использовать. Рейнджер. О. Это, видимо, какой-то крутой... А, то есть 2 рейнджера. Но это не считается за какое-то секретное оружие, то есть это как бы... Ну, они, смотри, они стали типа позолоченные. Так, сюда мы можем забраться. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Ладно. Даже если я взорву это. В принципе, здесь можно, да, как бы походить, подлутать какие-то вот приколюхи, да, в плане секретных элементов, но вопрос, типа, зачем они? Так, открыть. And like that, I was inside, none the worse for wear. Так, это наш. I passed Dirty Dave. And upstairs I found Billy and Charlie Baldry. Ага. Нашли чуваков. Здорово. Нет, не Стрелок. 1922 году. Чертовски умен. Билли Кит. То есть, а еще и рисовка такая, типа, из комиксов, что ли, да? Так, So you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Да, вроде того. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Worth $500. Tell them. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Where the hell Garrett get to? Missing all the action. То есть на концентрацию здесь, в принципе, можно, ну, относительно, так, в этот момент... They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side.
Тут еще настакивается комбо. Cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Catlin, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Рейнджер шестизарядник. Так, что нам надо? He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Так, But I went anyway. Стрелок. Dumbass that I was back then. Ага. Нам надо... Так, чтобы выбить дверь. Бах. Many would have fled in my place. Так, приведите But I had лошадей that с false конюшни. sense of invincibility that many young men have. Хорошо. Like Jack here. What are you saying, old man? Прокрутка вниз. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Блин, ну прикольно, у тебя как бы Where was I? You were heading for the barn. какие-то дикие перестрелки разбавляются таким, типа, небольшим пиздежом. Gonna make you bleed. Ага, рукопашка. Making my way past the castle of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Ну, окей. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Хорошо. Finally, I had the Конечно, stables как within my далеко. reach. Подожди, здесь шестизарядник на рейнджер. Я так понимаю, это хуже. То есть нет никаких... After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. То есть... Я понял. То есть тут даже любое твое действие, оно как-то, ну, отражается. Неважно, пострелил цыпленка, не цыпленка. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. Пэт I Гаррет. read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Так, окей. Шериф пришел. Ля, грозный дядька. Гордый, хорош собой и неуклюжий. Пэт Гаррет. Так, у нас начинается мексиканская дуэль, я так You понимаю, да? challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Пока это все как бы туториал, то есть все основные моменты. Так, фокус. Так, используйте, чтобы следить за противником. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Ага. Ага, то есть я фокусируюсь. Так. Так. Full фокус. Так, когда ваш противник потянется за револьвером, нажмите ЛКМ, чтобы достать свое оружие. Прицелитесь с помощью, а затем стреляйте. Так, ну, в принципе-то, я его в плечо-то, в принципе, ранил. Так, вы погибли, вы сфокусировались за 82, а время реакции составляет 0,59. Вы внимательно следите за... Так, ну я, типа, немножечко промокал. Так, хорошо. Давай. Full фокус. Он еще ходит, то есть за ним нужно прям...
man that you killed in a fair fight. Is that what that penny dreadful said? No, boy. That ain't what I meant то when I есть said можно I еще met заполнить, Pat Garrett. чтобы получить больше как бы XP, можно So вообще let me на start поле. again. I finally reached those damn stables. Да. Хватать лошадей, теперь по-настоящему. Окей. Опа, шляпа. Взять секрета. Офигеть секрет. 3 из 3. Ну что ж. Фу. Stepped inside, and На, бах. last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, Это было that только was just начало. the beginning. Так, опыт 16, да? Убито врагов, точность 52%, любимое оружие шестизарядник, любимая награда в голову. Дори Гаррет честно убита. Так, скорость 52,9, общее время, да? Так, навыки. Можно начать заново. Так, давай смотреть. Рейнджер, меткий стрелок. Что у нас вообще здесь? Ну то есть, чтобы начать прокачивать, нужно пройти вот так, сюда и вот сюда. Прицель через мушку замедляет время. Не спешите во время прицела, когда вы смотрите через мушку винтовки. Время перезарядки как... Так, ну давай, окей. Очков доступно 1. А что мы здесь можем? Возможно, носить больше патронов для револьвера. Более долгие комбо и не выходите из своего убийственного безумия. Так быстро ваш счетчик комбо будет оставаться активным на 50% дольше. Но, кстати, как вариант. Зверолов. Защита в ближнем бою. Вы не будете... Может быть, но вы можете лучше защитить себя каждая 4-я вражеская пуля, выпущенная за оружие ближнего боя, будет отскакивать от вас. Вау. Ну окей, давай пока, наверное... Вот, орлиный глаз возьмем. Я чемпион, соколиный глаз. Так, продолжаем. Так, советую вам изменить сложность. Похоже, все оказалось довольно просто. Не хотите сменить сложность игры на высокую? Вы всегда сможете. Так, ну если нам предлагают... Походу оказалось слишком просто, блядь. Ну окей, давай сменим. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. Эпизод 1. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Так, горсть патронов. После событий в Stringing Springs Билли Кид и Сайлас Грифс оказались за решеткой. Они посидели, так, покумекали, да. Но вот это, кстати, прикольная фишка с дуэлью, на самом деле. Следишь за рукой, смотришь на лицо, стакан, лицо, да, как в том анекдоте. И тут я начинаю мочиться. Окей. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Так, тюрьма Линкольна через 4 месяца после... He was with John Kinney's gang. They were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Кто-то придет. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. Так, хорошо. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the Так, prison. здесь ничего не происходит. What the papers didn't say Мы сейчас должны is открыть that дверь. Billy helped me escape too. Так, можно меня это выпустить, пожалуйста? Так, окей. My first order of business was finding a firearm. Так, открывать не могу. Берем секрет, хорошо. Так, сразу, да, это 4-й уровень, доступно
Прокачка. Так, что тут что у нас? Подсказки с маленьких истин. Не упускайте ни одной важной детали. Дополнительные звуки и подсказки переведут вас прямо к спрятанным самородкам. Угу. Здесь больше патронов для винтовки. Ну, давай пока типа пистолет, наверное. Хотя, с другой стороны, типа великий новый уровень есть там. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's Великолепный mean-ass дробовик. shotgun. Окей, окей. Личный 10-го калибра. Громко как динамит. Может разорвать человека пополам. Дробовик Боба Оллинджера. Слушай, неплохо. Ну, дробовичок надо использовать как I бы saw Billy through the вблизи. window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. По So I крыше. did. Anybody see Billy? Тихо, тихо, тихо. Уходи по крышам. The kids escaped, raised a huge ruckus. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Ну, слушай, надо, конечно. Guards Так, were everywhere подожди, а looking я for могу? him. Так, пистолет есть, шестизарядный. 2. Ну окей, допустим. Дробовик это, конечно, хорошо, но пистолет, мне кажется, будет лучше. Anybody see him? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was Мне slippery кажется, as мне hell. не надо The town здесь. was up in arms. And suddenly, I was a То fugitive. есть на землю мне вообще не стоит спрыгивать, мне нужно именно прям бежать прям по крышам, по крышам. Так, то здесь, получается, перестреливаться с ними вообще ни в коем случае не надо, да, тут надо типа сбежать. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. Так, Патрик, But hell, if they weren't all waiting for me. хорошо. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. На бегу перезарядки, кстати, See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was да, just конечно, glad I had перезарядка Deputy вот так вот, да, Bob's по одному mean-ass патрону в shotgun. свое время это была прям... Главное, чтобы еще в туда не зашли. Насквозь. Еще не хватает таких типа надписей типа блам-блам, клам-клам, когда там это как в комиксах обычно делается.
когда стреляют, или когда бьют там. Twich, twich. Don't shoot, don't shoot. Так, здесь мы не пройдем. Тут закуточки здесь непонятные. Могли бы очень хорошо походить. Здесь еще. Тут тоже непонятно, да, какие-то. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. They price them too high, if you ask me. Голову хорошо. Explosive. То есть можно еще разрушать типа укрытие, тем самым или еще что-то. Ага. Ну слушай, ну прикольно. Таким темпом можно и как бы себе экскушечку фармить. Войти на ху, чтобы не находить концентрацию. Так, особо не туда как... Так, использовать. Так, это мы обошли здесь. Здесь еще. Так, подняться наверх, понятно. Поднимаемся. Так, бежим снова по крышам. Или нет? А, бежим сюда. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Ага. Да. Я понял, как это работает, окей. То есть он стреляет сам, мне главное только прожать QTE-шку. То есть, понимаете, в шутере есть QTE. Quick Time Event называется. Рефлекс. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Get away with this. Ain't bothered me none. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No. As they all thought I was Billy. А, то есть им нужно обязательно попадать вот сюда. Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. Да, у тебя идет щитоносец, здоровенная жирная ебака, а ты его должен прямо вот в это очко, клозета прострелить. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play it. Так. А они-то попадают, слушай, а им-то у них есть. С Аимом-то у них все в порядке. Конечно, прикольно, когда ты делаешь всякие... Блин, ну... Такой дистанции с пистолет не попадать, это, конечно... Это кощунство, мне кажется.
Сзади никого нету. И главное, вот эти вот перекати поле у тебя здесь постоянно. Хорошо. Не, ну это жестко. Вот так вот осознаешь все тяготы Дикого Запада, что вот так вот при перестрелке каждый раз нужно перезаряжать был пистолет. Так, здесь кто-то был, по-моему. Показалось? Показалось. А сюда можно как-то попасть, кстати. То есть это не просто так. Ты кто? Новый уровень, хорошо. Давай посмотрим, что мы можем дальше, если мы идем сюда. На бегу, перезарядка на бегу. Кстати, вот это вот прикольно, перезарядка на бегу я бы взял. Но вот то, что здесь типа есть, да, как бы вот такие закутки, где ты можешь исследовать, это, конечно, вай-вай. Вот найти какую-то приколюху. Ульту просрал. Открывать двери, ну, большинство нельзя. Меня интересует вот здесь. То есть моя страсть, да, к поиску чего-то нового. Серьезно, то есть упал со 2-го этажа и тупо сломал себе ноги, да? А, я. Так, в таком случае дай мне вот здесь вот побродить. Здесь что-то есть. А, вы отклоняетесь от истории. Ты понял, что тебе игра говорит? Чувак, это иди линейно. Блин, но разброс, вот, конечно, да, несмотря на то, что ты стреляешь с прицела. Убийство в падении. Я вроде не убиваю в падении. Или типа в падении чувака, который падает. Да, вот это вот реально. И тут я начинаю шмалять.
есть еще. Ладно, они еще хоть где-то говорят, и хоть можешь примерно... Ты чё? Вот это, кстати, странно. У меня была возможность уклониться, но меня все равно попали. Так, окей, давай еще раз попробуем. Так, получается, что перезарядку на бегу оформляем. Так, отсюда, я так понимаю, мы... Хотя можно было и здесь. То есть, подожди. Ты можешь сюда запрыгнуть, нет? Мы можем вон там запрыгнуть. Зачем мы можем вот сюда забраться, если мы потом не можем ровно использовать? Странно. Что у нас здесь? Эшафот. Висится для нас, наверное. Походить, побродить. Что-то найти. Что-то не найти. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob. I said, О, еще одна мексиканская I дуэль. think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my Не с моим shotgun. дробовиком. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Так, изменять положение руки с помощью АД, чтобы быстрее выхватить револьвер. Услышав биение сердца, вы можете выхватить оружие первым, но этот поступок будет отмечен как бесчестный и оценен соответственно. Что-то сложно. Жесть! А шо так сложно? Вот АД я вообще не понял, что это вообще. Как мне... Я что-то нажал прицелиться, а чё так сложно-то в этой вашей мексиканской дуэли-то? I killed him in a fair fight. Жестко.
Everybody Не saw I совсем had no damn понимаю, choice. Well, Lincoln got a чё, mighty как deep врагов pocket убит, that точность day. 48, или можешь зарядить That в Garrett голову. gunned down Billy 3 Так, months later. So честно his убит. escape was all for naught Хорошо. anyway. Свидетельство 2 из 4, кстати, нашел. Так, навыков у меня нету. Продолжаем. Но мы особо локацию не исследовали. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. Эпизод 2. Cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Окей. Давай дальше. Так, пуля для старика. Ковбой представляет за огромную банду во главе с стариком Клентоном, Чалый Билл и Джонни Ринго. Попробуйте убить щитоносца, попав выстрелом в отверстие. Но это мы... или кинуть в него динамит, я понял. Так, каньон. So was the ГВДУ bastard you were через несколько after месяцев now после riding with победы. the Cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different Ну вот игра bastard I was какого? after. 13-го года? The Ну aforementioned вот Mr. Ringo. рисовка And и yes, he was working for old man Clanton. как бы геймплей, ну как бы на уровне, ну, лично на моем мнении, прям вот I неплохо. came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. Дилижанс какой-то глуши, It was then I короче. wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to it. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, То есть тут I was даже still еще pretty green, и истории but тут с often blundered into юморком. incredible situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Нет, не хочу. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. Так. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Да, тактическое отступление, да. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Просто вот телевизионные притягивали людей всех. Так куда мне надо это самое убегать? Какое тактическое отступление?
Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Я тебя понял. Счастье в несчастье. Неожиданно. I ran ahead as if the devil himself was after me. Бежал так, как будто Bullets за were мной whistling гнался by my дьявол. ears, but I wasn't about to roll over and Я die. понял. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Пока бежим. По мне и так стреляют, я еще тут на скалах подскальзываю. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Так, избавься от последних врагов. And imagine my surprise when I found a fistful of Музыка рядом с dynamite патроном, all еще over that ammo. связку динамита. Так, G для... That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time... All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted. That's right, Jack. I was done running. The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Shoot that running son of a bitch! It was finally time for that old man to pay for his sins. Ну, слушай, тут диалоги, конечно, разбавляют. Сумасброд. Здорово. Чертовски подлый. Старик Клент. Бля, еще это. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. Ля шинкует. I needed to get that old man off that gun. Хорошо. Так, у нас есть еще вот это. Давай, патроны. Давай, патроны для винтовки. Окей, пускай будут патроны для винтовки. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Do I gotta reload again? Scatter! То есть серьезно? Жестко. Но вот это, кстати, как понять, что это будет типа босс? Типа босс. Но кинуть в него гранату, и там всего на соточку вот, так мало откисло.
They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Окей. 0 из 3 при этом. При этом 0 из 3. Так, что у нас? Ничего. Следующее будет 45. Пока 6-й уровень, ну, пока прокачивается. Убийство в падении. То есть даже не в голову. Окей. Go next. Перестрелка у лесопилки. Мы преследовали не ради денег, а ради Донни Ринга. Вы верите в призраков? A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. Iron Springs, Arizona. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill. They were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Herb's coming! Get ready, boys. First, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Да, перезарядка, конечно, здесь прям шакали. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. Прям шакали. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. And when I showed up, that's who they thought I was. Я переагрессировал. О, слушай, а прям... Вот эти, кстати, карабины, они меня вообще прикалывают. С такой перезарядкой прям кайфую от них, если честно. Как вот в Терминаторе была приколить. Так, подожди, это лесопилка. Здесь что-нибудь есть? Здесь, естественно, нам все перегородили. Ничего толкового здесь нет. Ладно, идем на лесопилку. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the Cowboys identified each other, and I was beginning to wish I had one myself. Так, вылезай. You're dead. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. Пули, короче. Saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. Так, пули, короче, отражается. Такое ощущение, как будто меня стреляют откуда-то сзади. Обрезанный дробовик, ничего себе. Herb wasn't much of a match for him, Концентрация, на but самом Doc деле. Holliday might have taken him.
That lunger should have kept his nose out of it. Дробовик, винтовка. They never charged Винтовку я anyone бы for the murder of оставил. Morgan Earp. But everybody knew that Папаш. Curly shot him in the back. That was common knowledge. Well, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that Что what еще you можно call было it? сделать? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Так, тут ничего нет. Здесь туалет системы очков. Здесь у меня, блядь, зарезали какие-то. Какалы прибежали. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Это только Патрик. Dungeon Quest. 13-го года игрулька. Старая почти как моя жизнь. Так, проберитесь во двор соперника, увидите курчавого Билла. Так, курчавый Билл на месте, плюс в чат. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Так, Jack. мы идем сюда. Подожди, а здесь что-нибудь есть? Здесь кроме Патрика ничего нет. Есть динамит. Все-таки, вот реально при прицеливании все-таки жестко. Сразу РДР вспомнил. Ну, есть такое. То есть, у тебя даже очко не увеличивается, ты стреляешь, но при этом разброс все равно есть. И это немного шокалит. То есть, да, фактически ты просто вон стреляешь прям в него, но ты ни хера не попадаешь, блядь. Попади куда, пожалуйста. Но это было задолго до РДР, поэтому... Но, опять же, я повторюсь, что вот при 13 году геймплей для такой игрухи и рисовка, это, я скажу, мое почтение. Мне вот прям по кайфу играется. Играется прям по кайфу. В голову насквозь. Здесь ничего нету. Так, Патрики. Алис Пикевна. Так, что здесь пройти нельзя? Можно, вот тут что-то лежит. Найден секрет. Хорошо. Рисовка кайф, согласен. Даже не в кат-сценах, а вот представление даже персонажей, даже вот эта вот рисовка, кажется, как будто ты играешь, ну, типа в Borderlands. А, о. Нихера вы! Что такие жесткие? Подожди, у меня же есть... У меня для вас есть подарок. На нахер. Щитоносец.
Left 4 Dead? Нет. Одна вторая. А, первая, вторая нет. Наверное, не будет. Мне она не особо нравится. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Так, что здесь? Куда идем? Правильно идем? Так, здесь закрыто. Так, нам типа надо что, отстрелить? Нет, не отстрелить. Но это выглядит мощно. Так, что и что здесь? Поезд, кстати, довольно-таки низкий. Ты что-то. Давай, да. Так, мне типа надо... Не сюда. Мне надо по-любому, наверное, как-то отстрелить. А, нет, вот сюда надо. And where was Curly Bill? Did you see him? Курчавый Билл. Идем за Курчавым I'm about to Биллом. get to that, Ben. Patience. Так, у меня еще причем здесь есть. Что у нас здесь? Быстрая перезарядка... Кстати, вот быстрая перезарядка винтовки мне точно нужна. Вот это прям must have. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Секреточки, пасхалочки. Так. Прикольно вот эти горнодобывающие, типа золотодобывающие шахты такие. Прикольно смотрится. Так. Ага. Я тебя понял, сейчас будем сражаться среди досок. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Вот она. Опять начинается. Мексиканские дуэли. Хлопнет. Зарядит. И хлопнет. Курчавый Билл. Ну, блин, какой-то мексиканец на самом деле. И он не курчавый. Победите Курчавого Билла. А, то есть мы будем не это сам? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. Ага. No, sir. Да, он I еще и never said бегает. they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil. Ура. То есть я в него выстрелил сколько патронов из дробовика в спину, и при этом он даже не хэпаньки почти. Ага, нихуя себе, он просто пушит тебя. Где дядь? Куда ушел? Убежал куда? Мне надо сейчас концентрацию прокачать на самом деле. Точнее, заполнить ее, чтобы его как-то победить.
Войти, чтобы в концентрацию. А, ну нихуя. То есть тут еще и надо выбрать. То есть не просто взял, уклонился, тут еще надо выбрать, то есть куда летит пуля. Ничего себе. Кошки-мышки играем, все верно. Просто. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. Так, курчавый, блядь, бил. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me on the open. Time to dance with the devil. Твой район. You working for Wyatt Earp? Is that some bitch Earp send you to kill me? Блядь, динамит просто, ты понимаешь, наносит ему. Ну что это? 4 динамита от... 4 динамита, отняли у него сколько? Правильно, по хуйне. Что это такое? Пожить. Просто. На, пошел отсюда. Хорош. Реалистично. Ну, блядь, да. Реалистик. Также всегда бывает, когда ты играешь, например, на каком-то тяжелом уровне сложности, да, где боссов там, да, хп вот столько, и ты, блядь, его там как не в себя какую-то скотину режешь, а он не умирает. То есть это еще и не конец. Следующий. Кто станет у руля и схватит пулю? Джонни Ринго. Вот, теперь это вот главный. Так, у нас мексиканская дуэль пошла, давай. Каньон Турки Крик. Давай. Тихо, у нас мексиканская дуэль, блядь, начинается. Как вот я до сих пор не могу понять, как эта дуэль играется, блядь. Что нужно? Я вроде
выхватываю относительно раньше даже. С такого же стакана. Тогда мое почтение. Блять, не понимаю я вот эти дуэли мексиканские. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. Okay. But the legend ain't always true. Чисто везение, блядь. Doc Чисто Holliday had везение. nothing to do with the Точность death of 49, Johnny убито Ring. 49, шестизарение в голову, честно убит. Я честный наемный убийца. Да. Но Музяка тоже, кстати, прикольно. Вот все вот вестерны, которые вот придумываются, мне кажется, нет, по-моему, ни одного вестерна, где нету отличной музыки. Так, 7-й уровень, чуть-чуть не докачали, но окей. Свидетельство 24 только нашли. Но особо не лутаем территорию. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Эпизод 3. Innocence. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. То есть шериф покрывает чуваков. Так, one second. Так, все нормально? Наверное. Так, великолепный одиночка. Великолепный одиночка. I knew I needed resources if I was going to track Беннека down через Roscoe некоторое время Bob после Bryant. смерти And Джонни hunting Динга. Plummer looked like a good way to get rich quick. Okay. Пробейте As the себе local путь к шахте. vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Окей, пробиваем себе путь к шахте, Plummer господа. rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find YouTube him. шалит. Если YouTube шалит, F5. Нажмите F5, вроде ничего нет. Вроде потери кадров нет. И все хорошо. Могут быть какие-то микрофризы, но это нормально. Рендеринг все дела. As my late father pointed out to me more than once, God made men. Samuel Colt made them equals. Прикольно, как он перезаряжает это, я вот прям кайфую. От этого я кайфую. Так, ну вот какую-то шахту нашли. Она не она. Здорово. Так, что это такое? Секрет очка. Блин, вот здесь дробовик и вот этот обрез. Я вообще не знаю, нужны ли они. Ну-ка, а если в шахте устроить взрыв? Ну, то есть, пофигу, не завалит. Так, давай смотреть. Что мы можем? Спешка, повышенная скорость концентрации. Будьте быстрее молнии, вы сможете двигаться и бегать на 50% быстрее во время концентрации. Быстрые пальцы, ускорение перезарядки быстрым нажатием кнопки на R. Перезарядки безостановочно нажимаем. Просто спамеры, короче, это вот. Нормально, бля. Нормально. РДР от первого лица. Кстати, в РДР тоже можно было играть от первого лица, но мы не играли. Кстати, я бы вот, может быть, прокачал бы. А это что? Твердый прицел дополнительно приближает. Улучшенный револьвер с узором. Плюс скорость. Блин, ладно, давай вот это вот сделаем. Посмотрим.
Ага, то есть у меня автоматически... Ага, ничего себе. Ну окей. Револьвер с узором. История. Так, это, видимо, какая-то специальную шахту мы открыли. Ладно, go дальше. А, то есть даже игра подсказывает, типа, нажимай R. Да, типа... Ага, и будешь это. Теперь в РДР появилось желание вернуться. Блин, если бы она была бы больше, оттуда бы и желание, я думаю, не появлялось бы уходить. Хотя я вчера читал новость, что у рокстаров есть планы, да? Ну опять, как планы? Сделать ремейк первой РДР и уже сделать типа Next Gen для RDR 2. Ну, типа такой. Хотя я бы в первый RDR поиграл. Первый RDR я бы после вот особенно... Я бы поиграл. Like those that ran with Plumber. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Первый РДР, по сути, да, продолжение. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber. Честно, вот эта быстрая перезарядка, она роляет только при, когда ты выстреливаешь больше, чем 2-3 патрона. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Так, что здесь ничего нет. Потише сделать? Если сделать потише, то так скажите. Вот так, допустим, сделаем. Может, я просто тихо говорю. Force arrest were veterans of the Civil War. Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a некомфортно уж. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to break. Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize. They must have thought I was touched, or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Рейнджер, револьвер, даже не знаю. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? I thought I was some kind of hero. Так я же и не говорю, когда они что-то поясняют. Я сижу, наслаждаюсь их диалогом. Когда вот он во время перестрелки, да, вот сейчас что-то говорит, тогда да. Но честно, как бы не особо... Так, что здесь мы не пройдем? Пасхалочек не найдем. То есть хочется просто это бим-бим, бам-бам и ничего больше. Так, что у нас тут? Сюда нельзя. Ладно, go дальше. Нормально. Ой, что это далеко? Нет, недалеко. I had a few ideas on how to get into that mine.
But once I made my decision, I knew there was no turning back. Обратного пути не будет. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Хера, блядь. Прифайра там. Так, там насчет стен там как бы, а с херами-то должны быть. В этой ситуации их вообще не должно быть. Once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts Так, could be as не deep as забываем hell. про быструю перезарядку, раз взяли. Тихо. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Бать, тут шахты. Где? Кто? Ага, хера там. Просто это спрыгивай и лети. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be Быстрее easily компенсирует bushwhacked. недостаток опыта. К счастью. К несчастью, блядь. А что нужно было? Подожди. Отстрелить? Непонятно. Не понял. Давай по новой, Миша, все херня. Но мне по-любому надо сюда. Бездна. А что надо? Подожди, что? Отстрелить я никак не могу. А что мне нужно? I would just need to be careful not to Просто blow myself далеко не to надо было kingdom обходить. come. А я-то думал... Так, продолжаем сюда. With all that gunpowder and dynamite Воу-воу-воу, everywhere, тихо, тихо. a body has to know what to shoot. Я... Блядь, я ему стрельнул в голову. Что, пуля на вылет прошла, что ли? Алло. Алло, алло, Рикардо. Что за дела? А, тут двое. А этого можно было пристрелить, кстати. Жестко они тут это устроились. Опа. Хорошо. Найс. Мне кажется, сейчас что-то поедет. One wrong bullet could have turned that mine into a dad blasted tube. А. Ага. Мне надо было бежать вперед. Жестко. Но при этом я как бы засейвился, но меня тип. Бля, слушай, бля, вот такие моменты вообще прикольные. Блин. Ну что это такое? Ты там бим-бим-бам-бам-бум-бум, блядь. Алло.
Мне как бы не до этого, что уклоняться в какой-то Instead, I вагонет. spotted a ladder. Way into the mine это from он... the opposite side. То есть вы понимаете, да? То есть он как бы спроецировал, то есть это как бы пройдите другим путем и найдите Генри Палмера. Бля, вот так. То есть вот он спроецировал на себя, что могло бы быть, и в It was a итоге он long way привел вот around, к but that этому. approach seemed more sensible at the time. Поняли, Of да? course, Поняли. being I had a problem with heights, that scaffolding scared the Нео из bejesus out of Матрицы, me. все верно. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I Вы had a понимаете, younger что man's это было reflexes, еще no до... man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I was determined not to give up. До Red Dead Redemption. То есть вот эти все кутаешки, все боевки, это было придумано до When the Red Dead vigilantes Redemption. discovered what the sheriff was up to, Но при этом, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go да, a long way to подобные как helping бы me игры, find old они были I had made it my mission были to settle that омрачены score come hell or выходами high water. всяких там как они? Ну вы поняли. Всякими Call of Duty и так далее. But first, I would have to make a А choice. игрушка-то играется Take the вообще elevator божественно. or climb the ladder. Так, подожди, включить. А туда? А можно включить, а можно наверх. I picked the more convenient and more dangerous route. Ага. Реакция, реакция. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, Who next, including guys? my own. Fucking next. Так, тут не пройдем. Серьезно, тут не пройдем. Ладно, пойдем сюда. Накуна это самое, это типа замедлялка, типа это как в Red Dead Redemption, орлиный глаз. А, то есть это еще и килл-зона. Что за бред? Не поняли? Это называется килл-зона. Не пизда? Нет, мне не пизда. То есть мне нужно... А, я понял. Не увидел. Тебе специально оранжевым, короче, подсвечиваю. А ты такой, what can I do? Законник. Бандит. Отступник. Генри Пламер. Он сейчас нас будет тупо гранатами кидать, да, динамитными шашками. Шашечник. Что? Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. Тупо дыру сделал у меня, блядь, в заборе, нормально. А мне нужно, получается, как с ним бороться?
can shoot, but can you aim? Вамос, он зовет подкрепление. Чего так лук? Где ты? Так. I'm all medieval on your ass. I'm putting you down. Хорошо. So that's how Henry Plummer died. Вот так умер Him and Генри his crew Пламер, were блин. worth their weight in gold. Какая And now, неинтересная I was смерть. officially a bounty hunter. 2 из 4 по падению, 58%. Ну окей. Так, навыки. Ну что, мы, получается, взяли вот это. Этот у нас что дает? 30 к скорости стрельбы, 15 к прицеливанию. А этот что дает? 15, 25 к даче и 30 к отдаче. Ну, на самом деле это не нужно. 30 к урону и к скорости прицеливания. Кстати, вот урон бы, наверное, может быть и пригодился бы. Хотя здесь дальше 25 к отдаче, 30 плюс 2 к магазину. Такой себе. К разбросу. Вот это мне вообще не надо, я так понимаю. Я бы вот это вот прокачивал. Концентрация, более долгие комбо. Кстати, прикольно. Быстрая перезарядка револьвера. В мгновение ока вы можете закладывать патроны во вращающийся барабан на 50% быстрее. Ну, блин, кстати, прикольно. Но в любом случае, мне нужно вот это. То есть я не смогу вот это взять. Потому что мне нужно пройти вот так. Жестко. Жестко. И продолжаем. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. ЗОВ 4. Джон Уэсли Хардин. Шура. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Быстрый или мертвый? Все, что охотник за головами, чтобы заработать деньги для следования своей последней цели. Роско Боба Брайта. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Вот так, вот так вот сразу, блядь, какие-то перестрелки начинаются.
I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. There he is! I thought the Texas Rangers got heart. Yeah, that's what they want you to believe. Так, дробовик, винтовка. Дробовик, вот честно, я вообще не хочу как бы... Это для ближнего боя, а нас постоянно держат на РНЖ, поэтому такой. Так, мы что, вернулись в этот городишко, что ли, получается, в котором мы были? Так, это шестизарядники. Секретный предмет, хорошо. 1 из 6. Салун бычья голова. Да вылезет, пожалуйста. Ну да, мы вернулись, короче, в этот городишко. Откуда сбегали. Может Блядь, ты можешь В прошлый раз перепрыгнул. В этот раз не хочет. Странно. Какие светлячки. Тишина. Теперь мы наконец вот сюда пройдем, да? Нет, мы отклоняемся от истории. Так, револьвер с узором, дробовик, как всегда. Просто вопрос, он скорострел. Ну, хуй узнать на самом деле. Скорострел, не скорострел. Какой нам... Чё, салон, бар, куда зайти? Видимо, вот сюда. Look around and imagine this place painted видать, in первушка blood. без нас прошла. Hardin was waiting for me. Бездной дробовик. Так, мексиканская дуэль, я понимаю, да, у нас намечается. Ляг. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons. Men with families who cared about them. Он реально вот похож прототипом на... Если кто смотрел фильм «Быстрый и мертвый», там с Ди Каприо все дела, то вот он прям один в один. They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Stop that son bitch! Где вы? Слышь голоса?
упадешь в него, спасибо. I wondered if Bob was among them. Жестко. Вот это вот на самом деле, вот эти вот, они только отвлекают вот, с точки зрения гравированный. Блять, а вот он лучше, да, как бы одна звезда. Окей. Ну это мы, короче, обошли. Мы могли сюда пройти, спуститься вниз, а я прошел через это. Ну окей, пусть будет так. Что здесь? Здесь какой-то прям закуток. Такое чувство, что здесь что-то должно находиться. Очень странный закуток. Прям мега. Мега-пега. Дорога, короче, ведет из ранчо и просто в скалу врезается. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Я так понимаю, мы сейчас идем только вот в этот город, да? Мы типа начали сразу типа с боевки, а это типа то, что предшествовало. Что-то как-то тихо, пустенько, грустненько. Я вообще иду. Вы отклонять. То есть, серьезно, да, такой прошел такое количество пути, чтобы тебе сказать, блядь, чувак, ты отклоняешься от истории. Блядь, просто стальные коровы. А потом будут где-нибудь говорить, у вас мясо жесткое, недожаренное. Просто коровы из титана. Так, ну это городишко. Вот, хорошо, пришли. Before I could test my mettle against Hardin, however, Салют, наш I would учитель. first need to dispatch his cadre of hired killers. Рефлекс. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. То есть всю боевку провести еще раз. Я понял. Хорошо. Туда решил зайти. I
think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Так, уже упоминал, да, то, что нашел в салоне. Так, никого здесь не было. Nobody there was happy to see me. Ага. In fact, I felt a certain hostility. И что по итогу? Так. Вышли дверь. Так. Только просрал этот самый. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the Самый быстрый West. стрелок с запада. Ты нереально похож. Первый раз убил 15. Убил человека за кран. И еще 40 просто за то, что дышал. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Используйте, чтобы уклоняться. No, wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. Подожди, как он не попал в тебя тогда? Не знаю. Ну, слушай, здесь, по крайней мере, немножечко, да, развивается отношение мексиканской дуэли. Как я же, блядь, нажал уклоняться. Давай. Еще вот эту вот руку выставлять, это, конечно, такое себе. Бля, можно фокус, короче, 100% сделать, я не знаю. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was То есть free, мне some не надо было в него restless стрелять, надо avenger было took his просто life. уклониться в какой-то Shot him in момент. the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? В большей степени. Так, нету. Опять, каждый раз чуть-чуть не докачиваюсь. В течение миссии 1-2 раза я даже как бы увеличиваю, да, то есть как бы уровень. Но при этом в целом, в общем и частном, да, к концу миссии у нас уровень не прокачивается. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Grey Wolf.
Эпизод 5. Серый волк. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Танцы с отступниками. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickle the nether regions of heaven. Давным-давно в далеких горах. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. Разговор с животными. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Не хватало сейчас еще по животным стрелять. Так, мост, какое-то строение разрушенное. То есть можем пойти сюда, можем... Ага, можем пройти вот так. Так, Патрики, дробовик. Блин, то есть Патрики, дробовик есть, а какой-нибудь, да... They saw me before I saw them. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Хорошо. Но Апачань, они славятся тем, что они вот прям жесткие в плане, да, вот реакция. Что здесь? Повышенный урон в концентрации. Просто сосредоточить, чтобы нанести еще больше урона. Все пули, выпущенные в концентрации, будут носить плюс 50. В кармане вашего дрона сюрприз. Хладнокровно больше концентрации в индикаторе, будет еще больше сосредоточенными. Оружие перезаряжается, концентрация просто сосредоточить, чтобы... Честно, вот такое. Быстрое прицеливание, выбирайте цели быстрее, ваша скорость прицеливания. Вот прицеливание я бы, например, взял. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did, but then again. Просто ходим, истребляем опять краснокожих, красноликих. Странно, вот это так лежит, такое ощущение, что тебя игра уже приучила, что по ним можно пройти, но здесь, по-моему, это сделать нельзя. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Там только что текстурки, короче, отъехали. Проход сквозь скалы это оказался, да? Deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there.
Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. Что-то подозрительно. Разрешите в пещерах серого волка. В этих пещерах? Нет, вот в этих. Жестко. Они все, короче, здесь с оружием ходят. И пистолетом здесь лучше. Как бы не то, что не пользоваться. Actually, it was pretty well lit. They had torches on the walls. Так, 4 в копилочку. Темно еще. Так, подожди. Это эти самые. Гравированный рейнджер. И тот, короче, с узором, и этот с узором. Точнее, со звездой. Туда-сюда. Так, надо же вот с этим ходить. Ружьем оставить. Так, сюда не надо. Мне кажется, я иду правильно. Да, полетел. Люди не летают, потому что отрастили большие ягодицы. Хотя вот, как казалось бы, да? Индейцев же называют там парящий орел, там и так далее. Неспроста, они же должны уметь летать. А, я понял. Ну, я просрал реакцию. Тут реакция на эрекции, реакции погоняй. Бегуны. Блять, ребят, вам бы это самое. На Олимпийские игры. Не хотите записаться, да? Так, здесь сверху ничего нет, раз уж мы идем. A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Так, подожди, а здесь Haven't что? seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, Так, сменить револьвер с узором. I pursued him into the cave of death. Секрет очка. Так, а это что? Револьвер с узором. И это револьвер с узором. Хорошо. Так, ну это, видимо, арена. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. Апач. And I sensed he meant me no Это будешь с луком, harm. наверное, да? You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind.
You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. Так, какие-то галлюцинации, как всегда, пошли. Начнешь, короче, разговаривать с индейцами, будь готов, что у тебя будет какие-то прям жесткие триггеры. The snakes will bite shadows of your past until the venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Много у тебя тут чуваков? I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly one just appeared. Kind of like a miracle. Ага. Так, защитить пещеру. То есть мы продолжаем. То есть еще не боевка. А, еще и дальше проходит. Так, у нас повысился уровень. Давай смотреть. Больше концентрация. Получить написать больше, чем обычно. Подожди. Стрельба по брошенному динамиту. Нет. Вот, повышенный урон в концентрации. Мне сейчас, мне кажется, вот этот нужен сейчас будет. Особенно это в битве с боссами. Это вообще must have. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few То есть мне details нужно may be просто его fuzzy, преследовать, я понял, but I стрелять am relating exactly нет what happened. смысла. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Ой, вас там. Просто тебя изрешетили. Давай дальше. A steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Так, это Oh, да. come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache Сотни воинов warriors. Апачи. Well, I Yeah, didn't take the well. time to count them exactly, but there were a lot of them.
так много-то? Да? И остался только серый рвать. Ну это реально какие-то уже галюны пошли, почему непонятно. Поймать серого волка. Жестко. Ту Грей Вульф, короче, Сереженьку это ловим. Ловим Сереженьку. Сергуня. Сергуня, иди сюда. Будет не больно. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. И не получили проклятое вознаграждение. Ну, Сергуня убежала это, жестко. Жестко. Не догнали. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Далтон Бразерс. Братья Далтон. Эпизод 6. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Итак, меня зовут Охотник за головами. Таинственное предложение, предупредив об опасности утонуть в яде злобы. 3 типа патронов. Так, винтовка, дробовик, револьвер. Хорошо, это мы в курсе. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Так, секретные сразу. Поехали. Story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Блять, это еще и наш. И снова, короче, мы в этом городишке. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Так, господа Далтоны, ну-ка. Попрошу на выход. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very Спасибо, совсем differently. по-другому. Окей, отмотали быстренько, давай. It was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. Окей. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. You just gotta wait the son of a bitch's out. This bounty hunter Блять, knew просто that the выбегают brothers из банка, were the crowd чтоб to ты ever понял. lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. Бля, лестницы появляются, почему бы и The нет? marshal shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Так, подожди. Давай тогда улучшим. Так, динамит не нужен, больше концентрация в индикаторе, еще больше средоточия. Но мне нужно при этом оружие перезаряжается в концентрацию. Дополнительный урон для комбо. Будут еще смертоносить своей ярости. Начиная с 4-го уровня ваши пули будут наносить 100% урона. Концентрация за комбо.
Я бы вот это, наверное, пошел вот здесь бы. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. Задержите A дал. moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Jim Silas Boone, Greaves? Davy Crockett, Son of a who died bitch! defending the Alamo. Да, с моей точностью реально только охотникам за головами заделываться. Так, сейф пусты. Все грабанули. Over there! А, я просрал эту самую концентрацию. Silas Greaves! What the hell? Блин, вот о чем я и говорил, как в этом, в комиксе. И все равно вернулись к тому же, с чего началось. Sorry, kid, but that just wasn't the way it Ничего happened. подобного там не было. Давай опять третья история, все по новой. It was early evening, not high noon. День уже клонился к вечеру. Daltons blew up a safe, and we're all set to hightail it out of there. I was late to the party, and Coffeeville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Мерли как мухи. Лидер, любовник, лох. Братья Далтоны. Нормально. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Finally, they did. Those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. Чувак, нормально. Тебя там убили. Расскажи вот про это, как ты облажался, не увидел чувака и все. Get those! Shoot him down! They ain't getting away with this! Come on! We gotta get out of here! I think they know who we are! Let's get out of here! You just dodged a damn bullet? Fill out my damn ears! There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit.
shit happens. Не, музыка все-таки отменно. Так, подожди. Здесь ничего. Так, личный. Да. Ссылки, здесь никого. Смотрели дом. Да, предмет. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Жестко. Жестко бахают, ребята. Бля, ну тут сейчас It начнется. was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me Да, down. бля. Emmett. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. А, то есть вот так вот, да, даже? With the wrong damn На нахер, просто куриный ёбыч твой ломается. place you where you stand. Жестко. Хорошо. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. 23 Well, раза. Dwight, who do you think put all those damn holes in it? Жестко. Я в него только что понаделал, блядь, I за have to столько дыр. admit, that boy had grit. Хорошо. Жестко. Я все еще охотник за головой. It took me a couple of days to track the Daltons down. Где-то в Миссури. Через некоторое время And in неудачное that time, a ограбление whole банка. posse of local vigilantes offered to lend a hand. А, это еще... They seemed as determined as мы me to выслеживаем. find those outlaws. But as we headed into those swamps, Мы it выслеживаем was like I had работяг. my own private army. Идем There was no вниз- way those вниз по boys were реке. getting away this time. На этот раз им бежать некуда. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Красные ленточки, это типа опознавательные знаки, либо это то, что здесь находится типа что-то, да, зловонное. Сюда нельзя пройти, ничего не спрятать. It was В болото autumn. ушли. Maple trees were in full color, red as blood. Туман и болото The затрудняют rains that year were ориентирование, указать направление. so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. То, что затрудняет, это бесспорно. Так, секретосы. Черный бар.
where they stand. Except for some son of bitches ahead of me wanting to do me harm. So I had to face them alone. Как всегда, реакцию про I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Это тоже иногда непонятно, с одного ли выстрела я их шотаю. Реально, как бы тут крокодилы-аллигаторы к нам. Но это, я думаю, не та игра, где такое может быть. But I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Так, что здесь у нас? Здесь ничего. Здесь не густо. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Так, гравированный пистолет, дробовик. Стрелок с дробовиком. То есть это что-то вроде босса было только что. Point being, I was under serious attack. Дробовик нет. Reinforcements was nowhere to be seen. Что слишком кто стреляет? Обрезанная винтовка, ну-ка. А чем отличается обрезанная? Чем отличается это от того? Так, подожди, гравирование. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Но она... Типа, нет, ну она, смотри, она все равно как бы показывается типа золотой, такое ощущение, как будто она типа круче. При этом она без звезды. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? 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 Huh? Oh, no. Кто-то уснул там вообще во время рассказа. Indians surrounded me from all sides. Индейцы, блин. Индейцы, блядь. There were Indians. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's Блядь, время right. See, херетичных Steve? историй. Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up Здесь of brothers. приколюхи. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no Идем other. дальше. Bounty hunters! Stop that son of a bitch!
So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Bury him in the smoke. Так, здесь мы ничего не можем. Окей, укрываемся. Попадают, прокидывают. Там покурлыкали, там покурлыкали. Так, дальше, давай смотреть, что мы можем. Начиная с 4-го урона. Ну давай вот это, раз мы здесь все равно идем. Какие-то альпаки странные. Доносит, подожди, а где он? Где щитоносец? Что-то не вижу этого работяги. Здесь нет ничего. Вишка, винтовка. По сути, ничего. Мне показывают каждый раз каких-то щитоносцев, но я их причем не вижу со щитами. То есть я готов кинуть как бы динамит. Но при этом нет. Мне кажется, эта винтовка укороченная, она наносит не меньше урона. То есть ему надо стрелять в голову, чтобы ему нанести все-таки больше дэмэдж. То есть в этом логика все-таки есть.
тут закуточки смотреть тоже не мешает. That's when I saw it. A goddamn steamboat. Проклятый пароход. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. Окей. It was in that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting me, I thought I saw some familiar faces. То есть я правильно понял, что под пулемет нужно... Неожиданно было. Да, сколько этих домов смотрел. Так, здесь ничего. Ну, пока армия такая себе. Блин, с другой стороны, вот так смотришь, я объездной дробовик выглядит не так, как бы это самое. Все-таки в голову. Ну, этим чувакам надо стрелять в голову. Двоих одним выстрелом. Не зря пробил. Обосрался немножечко. Не увидел, что там стоит чувак. Это собирается, хорошо. То есть тут еще и двое. А так ты просто спрыгнуть нет. Хорошо. Так, с этой стороны у нас что? Ну, мы, в принципе, 3 из 3 уже забрали, поэтому... About then, much to my relief, the leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Так, чё? But it turned out that they had me. Он нас подставил. Предатель. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a fight. Did you hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. We're talking about the Titanic. Горящий пароход.
So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Просто спасаемся. But Они getting back to думали, that я мертв. steamboat, Но how'd это you не get так. off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. Паром опыта пошел. Я просто раскаленный. До красна. 420. 31 комбо. А давай ты попадешь, Джек. Мне кажется, этот бы... Bob and Grat weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. А в кого стрелять? То есть, правильно, стреляет этот сам. Просто пока смотришь, кто из них первый начнет вытягивать оружие еще здесь, блин. Это ладно, они еще как бы вдвоем стоят перед тобой. А прикинь, у вас мексиканская дуэль, где один стоит, например, там на углу там 45 градусов. Это жестко, это быстро. Но опять же, я не хочу при стуке сердца стрелять, я хочу победить в честной борьбе. На нахер, блядь, просто бах-бах, блядь, двоих. Я все-таки вот не понимаю, понятно, что нужно ЛКМ нажимать, когда он только вытаскивает пистолет, а дальше начинается как бы вот это вот, где правой кнопкой, где что прицелиться и дальше стрелять и так далее. Честно убито, хорошо. 3 из 3 нашли. Навыки. Есть навык. Давай смотри. Дальность, отдача, урон, скорость. Ну, получается вот это. Прокачиваем, получаем. И теперь надо прокачать винтовочку себе. То есть здесь у нас что? Здесь у нас урон прицеливания. Скорость стрельбы это не так важно. То есть нужно теперь вот это отдача, скорость. Плюс 2 к магазину. А это дробовик. А это винтовка. Ну, то есть, в принципе, правильно я выбрал. Мы в основном только винтовку и пистолет юзаем. My own brothers died tragically as well, truth be told. Эпизод 7. Wild Bunch. Или Bunch. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas.
But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Вот так вот нам рассказали, типа, историю, что послужило катализатором. Не самое удачное ограбление поезда. Так, погнали. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Отправляйтесь в Butch погоню за Cassidy. дикой бандой. They were a loose association of outlaws who Cassidy. robbed banks and trains from Colorado to Montana. Butch Cassidy. Among them was the Sundance Kid and that murderous hombre I was Sundance tracking, Kid. Sundance. Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Прям Pinkerton знаменитые posse after the разбойники вообще. Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. То есть даже не вниз нам надо. Нормально. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Наворотили тут делов, работяги. Хорошо. Ограбление Уилкокса. Хорошо. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Динамита уже нету. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Подожди. Здесь что-нибудь есть? Ага, нам, в принципе, сюда-то и надо, подожди. А там что-нибудь есть? Нет. Ну-ка, а если уйти и просто отклониться от истории, что будет? А, ничего, просто тебя возвращают сюда и I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. Блин, как каждый раз But in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Desperado. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Блин, вот здесь вот бы с дробовичка вот в таких ситуациях врываться. Это был вообще must have, и просто кровище получище. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death.
Убейте грабителей Odds were поезда. I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Да. At times, it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Жестко бахнули. На 2 плюса, я считаю. Я считаю, жахнули только что на 2 плюса. Новый уровень. Так. Но получается теперь сюда. Вопрос только что. Стрельба по брошенному динамиту. Большая концентрация при попадании в голову. Подсказки о врагах за спиной. Разделение динамит в полете. Пролетие на них огненный ливень. Нажимая G, вы можете разбить свои летящие динамит на 3 шашки с обычным уроном. Даже не знаю. Блин, все-таки стрельба по брошенным... Нас не так часто как бы динамит кидают. Но только вопрос, на кой ляд? I kept hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Опять там. Не-не, все было по-другому, блядь. Le Force, Джеффкар, Тим Пеликер, Эльзилей, Кит Карри, Буч Кэссиди, Санденский. Нет, это типа армия этих самых From the работяг. Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Take cover! Retreat! Retreat! He's killing everybody! That enemy's your maker. He'll kill us all! Run! You ready for a belly from a buckshot? Стрелок с дробовиком. Все-таки, да, в голову этой твари стрелять просто необходимо. Иначе рип. Иначе rest and peace. Камон. Как так-то? А, это мы дальше прошли. Подожди, а здесь тогда что? То есть сюда нам не надо? Мы просто идем дальше по вагону? Да, вот хорошо. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Купюра, отправляйся в погоню. Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Снова фарм опыта. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? Узконосый Кай. The fastest gun in the gang. А, Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that.
Вроде нажал, да, ЛКМ, чтобы выхватить, а все равно, да. Вот опять, да, какой-то вот микромомент, то что ЛКМ и ПКМ нужно нажимать как-то вот одновременно. И у меня как-то не совсем получается. Вот не понимаю я эту мексиканскую дуэль. Слово совсем. И ладно, если типа он-то ходит, а я стою как бы на одном месте. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Окей, допустим. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Так, 0 пока. Хорошо, go next. Час 30 до ада. Нормально. Хорошее название. Ну да, чем больше времени. Нужно прям вот где-то вот перед его выстрелом самому выстрелить, чтобы прям вот это вот часики, они прям по максимуму тебе дали. Парашют. Штат Колорадо. Через 5 дней после поезда улыбнулся. Kid Curry escaped from jail and now he was running the whole shebang. So I took to their trail. As I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. То есть, по сути, мы мстим, да, мы отдаем долг за смерть наших братьев. Но при этом мы, как бы, сами, выиграв в покер, послужили катализатором того, что случилось. That kid Curry's kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Это вот странно. Очень странно. Очень странно. Old Bob wasn't among them, neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Мы сейчас прям реально Бучи Кэссиди и Санденс будем трогать. Так, вы отклоняетесь от истории. Так. Отыщите улики, которые помогут. Так, но сперва мы, получается... Ну, как бы... Сова это... А я думал, сова. Она помогает... То есть понять, где на нас будут стрелять. Они там готовили на камне, начертили аж целый план. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. На следующее утро возле парашюта. Помешайте банде взорвать поезд. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite.
So I decided I'd best be careful confronting those bastards. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped обожаю, что вот это происходит все так неоднозначно, неожиданно. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Yes, there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Но этот, по-моему, они не такие мощные. Мы обезвреживаем как бы мост от взрывчатки, но при этом мы на мосту взрываем взрывчатку. Я правильно понимаю? So, what happened then? I had to remove more of that damn dynamite. Пришлось снова возиться, согласен. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. So that was То есть all мы the вернулись, dynamite? по сути, туда Funny you же should mention that, darling. по второму кругу. Actually, there was a fourth charge impeding my Бля, у progress. нас столько динамит на руках. Once I removed it, my path was pretty clear. То есть ему реально нужно стрелять. Он какой-то вроде белой марли, но при этом от него такое ощущение, как будто отскакивают. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. Так, подожди. Мы пришли сюда. Но здесь ничего нету, да? То есть нам лучше надо... Найдите альтернативный путь. А нахер это сюда. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no.
Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Ну. А, тут. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't Отрезать be типа talking to не you судьба folks была, here да? today. Naturally, I removed the last dynamite Жестко. charge. Well, it was a touching reunion. Хорошо. Выбирайте But с by this моста и time, I найдите was thoroughly остальных членов банды. exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Так, чё? Это мы... Да, это мы отклоняемся от истории. Окей. Идем дальше. Finally, I found those boys. Хорошо. Or more precisely, they found me. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Да, это что за вакханалия, блядь? И Гарри. Жестко. Меня, то есть, убивает не пулеметчик, меня убивают тупо работяги. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Броне. Eventually, I brought that Есть tunnel контакт. down. And that's when I met Kid Туннель обрушился, Curry я встретил himself. самого Кида. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Ну, кстати, очень много мексиканских дуэлей.
just as he Ну, was. слушай, неплохо. I was just А я a же bit еще могу faster. уклоняться в теории, да? То есть я могу даже одну-две пульки даже типа сдоджить. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. То есть я успел, да? His last words. То есть я еще успел это самое увернуться. Да он мог меня это самое и прикончить. 1 из 4. Ну, не нашел. Ладно, продолжаем. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Эпизод 8. Джесси Джеймс. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Ah, nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Ну вот что прикольно, да, типа живых или мертвых, то есть можно особо не на это, смерть верхом на стальном жеребце. То есть можно вообще не париться, реально, завалил, все равно такие же это. Такую же сумму получил. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Нам тоже смотреть не могут, например. Стрелок в броне, блин. Опять, да, встретишь такого. Открыть. Хорошо. Now wait a second. Now, how'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Окей. Полегенде. Мог одним взглядом остановить поезд. Джесси Джеймс. Блин, это, конечно, жестко. They hopped a freight train having heard there was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. Окей. Так. The James Younger gang was На поезде, decimated если after штат that little Миссури. fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was всё в after, цепях, along with a гачи. host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his Мясницкий head. поезд. Climbing Освободите around поезд. that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I The reached James that. Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your Yeah. lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Don't know who he's up against.
would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Хорошо, золотая винтовка. А, то есть она прям сразу дается. Let me show you. Not bad. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Boy, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. Пока идешь от вагона к вагону, да, слушаешь вот эти Seriously бредни. think that tired old man Причем, went походу, в вагон-то toe-to-toe одни with и те Jesse же. James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Блин, вот здесь, кстати, дробовичок бы, наверное, Now, I never worked for that был бы и lyman cocksucker, поприкольней. but I guess they assumed I was one of his assassins. These evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Да, я вообще находился за чуваком, я, по идее, вообще не должен был урон получать. Don't rightly know, Jack. I'm Через just telling текстуру you how I remember. не прострелить. I bet you are. Не прострелить. Просто врываешься, такой бах-бах-бах, блядь. Два человека просто вот в таком пространстве и... Нихера. Ну, пистолет, кстати, сделан прикольно, мне нравится. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. I wondered if I was ever going to find the front of that train. Or the bastard I was after. Бронированный пулемет. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Так, что в итоге? Кистяной рукоять. Я аж спрятался. Че?
Блин, из-за него дали всего лишь... сколько? Всего лишь 100 за него дали, да, чтобы вы понимали. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. Надо смотреть. And that included Jesse James himself. There sure were a lot of men determined to die that day. Он думал, что он спрятался. Кстати, нужно реально просматривать. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. Так, вон он стоит, дожидается. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. И я умер. Бля, я что-то забыл, что можно уклониться. Забыл. Но главное, что я попал, типа, да? Типа с first try. Ой, блять, ну вот тут, я же вроде правильно это хопа уклонился, а потом сюда, да, перешел и нормально. Ну слушай, я потихоньку, кажется, прочувствовал, начинаю. Ну слушай, не такой, вот он не такой потный, как предыдущие. Может быть, реально я научился. Честно убит. Хорошо. Так, что-то можем? Ничего не можем. Поехали дальше. Без пощады. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. Так, сейчас мы, получается, ищем... Сейчас мы ищем его брата, да, получается?
What mountains would that be? Мини заслуженного брата. Окей, погнали. Горы Озарк, враждебная территория. Через некоторое время после ограбления поезда. Окей. Все-таки вот этот золотые, они как бы немножко портят антураж на самом деле. Немного портится как бы антураж от происходящего. Кто где? Но с каждым разом, кстати, пули, по-моему, быстрее летят. То есть у тебя меньше времени на это самое, на уклонение. То есть тут прям реально реакция нужна. Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Окей, пока там травит байкиш, говорит, блядь, не нальешь мне, дружище. Now where was I? Indians, right? I had more than my share of run-ins with the red man. Like that time. Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Of course. Гражданская война в In Америке. fact, I can still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. Darkness will grow until it consumes everything you are. Это опять. So, did you ever find him? Who? The man you are after. Немножечко это самое нас прокачали здесь. Так. Ну а получается, а дальше-то что? Это мне, по сути-то, не надо. Хотя здесь что мы можем? Более высокая комбо в концентрации, раскаленный ствол, быстрая перезарядка, но это дробовик. Возможность носить больше припасов. Ну, кстати, как вариант, вот это можно, например, да, на одну прокачать. А дальше надо вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как минимум вот это нужно, типа, гештальтом закрыть. Потому что реально дробовик и укороченный обрез я вообще не использую. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Да что-то это, блядь. Ooh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? По-моему, эту песню использовали для Until Dawn в начале. Но это не точно. Блин, прикольно. В 2013 году ее уже как бы использовали. Немножко это что-то, да. Чувство грусти, ностальгии. Could you wait to call me another day? Oh, death, won't you spare me over till another day? So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character.
I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Фрэнк Джеймс. I finally did track those Так, доберись outlaws до вершины down. холма, They had избегая long пуль. rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Хорошо. Блядь, а стрелок-то ты такой себе. I'm guessing Frank James Раз не believed можешь I was попасть. responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Рейнджер, дробовик. Зайдем сейчас ему в туза. Ага. Вон там я зайду в туза. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Жестко. Justice? Не падай. Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Так, Luckily, I это had some получается dynamite он, in да? my То possession. есть мне нужно сейчас только выбрать какую-то стратегию на это все. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Не, ну, сюда бежать, да, это бесполезно. То есть мне нужно стреляться отсюда. Уничтожьте убежище. That son of a bitch! Take him out! Just one man! Put him down! I want that bastard dead! Gonna cut you a new smile! Now that. You ready for a belly full of buckshot? 2 раза выстрела в голову. Нормально. Хорошо. That old shack? Well, it Старая went tumbling лачуга right рухнула off that вниз. cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? Так, ну если он жив, то есть мы сейчас его это I'm сам. done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit.
I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Так, окей. Найти место, где скрывается Джим Рид. Хорошо. То есть он тут рядом, по соседству, недалеко обитает, да, получается? So, what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, as I was determined not to let that murderer escape my revenge again. But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so Опять какие-то ornery. пещеры, скалы. It'd be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. Дробовик. At least she was to me. Son of a bitch! Дробовик, обрезной дробовик. It Пожалуйста, was хватай, then не that the last хочу. bunch of bandits jumped out of hiding. Очень много. Очень много дробовиков. Не туда стреляем. Я тоже так умею. Eventually, it Жестко. was just me and Reed. О, I had waited a Лёгко. long time to face him бородатый, down, колоритный. so I could repay him for what he did to my brothers. Нихуя себе. То есть здесь уже становится прям четко понятно, что нужно делать уклонение. То есть просто так в перестрелку ты не вступишь. Надо влево. Надо влево. Да в смысле? То есть у меня и фокусировка 80, и скорость вашей руки 20%, и все равно мало. То есть даже с уклонением. Просто, блядь. Сука, вот ты прям на нечестность, да, нарываешься, да, чтобы я тебя грохнул. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers.
я вот не понимаю, он стреляет, и пуля летит, блядь, куда? Он просто... У меня на реакции... Я вижу, что пистолет как бы смотрит туда, значит, он стрелять будет в теории туда. И я уклоняюсь, наоборот, в другую сторону. То есть здесь все-таки дело в скорости. То есть здесь не то уклонишься ты или не уклонишься, здесь важно, какой процент скорости ты наберешь. Окей, допустим. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Дикий Банч. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Жестко. То есть, да, они ушли от нас тогда при погоне и грабеже. Хороший, плохой, мертвый. Жестко. Блин, тут что, не название главы, не название миссии, так, блин, одна хлеще другой. "40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. 40 лет. Not Горы even an army of Рига. demons could have stopped me now. 40 лет ждать. Офигеть. Так. Рефлекс. Нихера. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time Стрелок с again. дробовиком. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. Что-то у вас тут овер дофига. That thought had indeed crossed my mind. As did others. Найдите Буча Кэссиди и... For Почему instance, Санденса did my Кида? Почему thirst for Кид vengeance Санденс? turn Почему me into наоборот something здесь? worse than the man I Кид was Санденс after? звучит как-то By более this point in my брутально, storied career, I had чем killed more Санденс. men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no What friends, you do, сам to do. no purpose except shooting Bob Bryant dead. Так. Что здесь? Ничего здесь. Домики. Nothing Жестко. could stop me from Вот это taking было his неожиданно, life. кстати. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. Здесь That chapter of my story you White already know. Eisenhower. Chapter of that Новые. fairy tale, you mean?
Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Так, подожди. А куда нам в итоге? Сюда. Так, level up. Давай смотреть, что мы можем. Более долгие комбо. Перезарядка револьвера в мгновение ока. Просто так оружие перезаряжается. Ну, давай вот это вот. Перезарядку револьвера быстрее оформим. Мне кажется, я немного не туда пошел. Так, давай по новой нише. Все фигня. Где-то я, походу, не там свернул. Так, вот мы приходим сюда. Так, револьвер с узором. Возможно, со 2-го этажа я должен где-то, да, спрыгнуть. Ну, логично. Хорошо. Town was falling apart, just like me. Город рассыпался. Честно, это на город не похоже. But I wasn't about to call it quits. Не собирались отступать. Блин, вот здесь иногда некоторые моментики. Да, где-то ты, блядь, он запрыгнуть не может. Серьезно. Где-то там через текстуру может пройти. Нет, я понял, тут даже подъемом. Ага. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was onto them. They lured me in and hit me with everything they had. You obviously prevailed since you Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up... Типа нужно было КД выждать. From the dead? There was silence all around me. Я чуть на секунду подумал, что у меня то ли моник потух, то ли еще что-то. Так резко все. Billy the Kid, William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, there, even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Graves. В какой-то момент точно можно подумать, что он тронулся головой. No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing.
Чё за, блядь, призраки какие-то? Его вообще не было видно. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Чё? Каких-то призраков, блядь, стрелять начинает. Проберите через... А, город-призрак. То есть всех, кого я... Всех, кого я потушил, да? Все восстали против нас. Блять, как же вот это калит, то, что он не запрыгивает. Город-призрак Дикого Запада. То есть сюда он даже забраться не может. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Лапище. Патриков насыпал. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Не туда. То есть лучше находиться в центре все-таки, да? Не давать им где-то возможности куда-то спрятаться. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Тихо, нет! Да сколько вас здесь? Алло. Где? George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Они каждый раз жестче становятся. Воу! Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. Сколько можно? I thought I would go crazy. Они реально становятся как каждый... Ну это, бля, это... Мне экран, мне жопу дыряют, мне не экран дыряют. Мне жопу дыряют. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. С самого начала. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond.
Но окей, с пистолета может быть даже немножечко... Ай, ну они, короче, отовсюду бегут. I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Sundance, Kid Sundance. His Legion of the Dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. На. Тихо. Не дырять в нас, дядя. Но он дуплетом тебя тупо дрокает. Ну, в принципе, его можно обыграть. Хорош. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy. Лерой Паркер, coming at известный me как from out of the Буч fog. Кэссиди. Thanks for taking care of that bastard. Жестко. Каких ты призраков, что ты, блядь, делаешь, блядь? То реальные, то вымышленные люди. Вообще жестко. Бля, зато усатый. Еще живой. Буч Кэссиди. Кид Сандерс. Сайлз Грифс. Хороший, мертвый и плохой. Жестко. Бля, у нас тройничок, у нас тройничок жестко организовался. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Блять, мне сейчас двоих надо убивать. Ну, двоих мы уже, у нас есть опыт в убийстве, но вот о чем я говорил, они сейчас стоят не перед тобой, они стоят, блин, по разные стороны. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Блять, если вы когда-нибудь мечтали вот о таком тройничке, плюс в чат. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Так, ну что, давай-то. Так, в мексиканской дуэли используйте куе для переключения фокуса на противника, который смотрит на вас. Так, в смысле? Куе. Так, а кто из них смотрит на меня? Ты смотришь на меня, да? Нет, не ты смотришь на меня. Бля, а кто из них смотрит на меня? Давай тебя. Не знаю, ты мне нравишься меньше всего. А, то есть я понял, как это работает. То есть я фокусировку должен... То есть здесь фокусировка зависит, что ты должен переключаться, чтобы у тебя повышался процент. Ты должен переключаться с противника на противника. Вот оно что. Понятно. Жестко, жестко. Так, продолжаем.
А в итоге сейчас он стрелял вообще не в меня. Вау. Блин, ну тут чистый рандом получается, кто в меня выстрелит. Это такой рандомайзер получается. Сейчас они вообще оба в меня смотрят. Сука. Вообще убить, расплюнуть называется, блядь. Тупо да, бах, все, нормально. Пошли по пивку ёбнем. То есть, в меня кто по итогу стреляет-то? Так, ребят, я вам там не мешаю, блядь. Еще за рукой надо следить, блин. На Е, блядь, сука. Я думал, надо мышку тянуть, короче, чтобы в него... А тут на Е надо перевестись, и он автоматически переведется. Все, я понял. Я понял, давай. Так, по крайней мере, прогресс есть. Одного мы завалили. Здесь почему-то даже скорость, мне кажется, не важна. На, блядь, дуплетики, пистолетики. Бим-бим-бам-бам. Фокусировка 96%, блядь. Просто full фокус, блядь, full фокус. Честно убит. Все, сама честность. Так, ну здесь мы как бы все прокачали, 19 уровень. Как бы опять чуть-чуть не хватило. Все-таки какая музыка, вот реально, возьми любой вестерн, там будет точно эпичнейшая музыка, начиная от спагетти-вестернов с Клинтом Иствудом, заканчивая каких-нибудь последних вестернов, типа «Омерзительной восьмерки». И, блядь, возьми любую игру, наверное, просто эпичнейшая. Что у нас было в Red Dead Redemption, что даже здесь. Окей. Эпилог. Че, мы уже игру, что ли, прошли? Офигеть. Так, эпилог. Серый волк, шаман Апачи сделал так, ну таинственное предложение, понятно. Прибыл, утверждал, что в молодости работал... Так, ладно. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. То есть все это время вот этот бармен в салуне и был тем чуваком, которого он искал. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Выберите свою судьбу, месть и прощение. Блин, а можно, кстати, здесь вот сохраниться? Я бы посмотрел две концовки. Но мы, во-первых, мы пришли мстить, да, то есть за братьев, за своих, за себя любимого, поэтому давайте, сначала мы мстим, а потом посмотрим, можем ли мы
посмотреть вторую концовку. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. А, и у нас финальная дуэль. Holy shit! Right, Molly, move against that wall. Go! Но здесь, кстати, не показываются проценты. Я понял. Но опять же, вот здесь, поскольку нету процента по скорости, вот хер знает сколько. Как бы full фокус я обеспечить готов. Ай. Seemed tougher in his stories, didn't he? Так. Блин, все-таки уклоняться, я так понимаю, вообще смысла нету. Вот именно, по крайней мере, в мексиканских дуэлях. Жестко. Блин, без процента вот эту тянущую руку вообще невозможно контролировать. Ну, то есть я даже не понимаю. То есть я могу как бы держать, да, ее прям вот над рукоятью. Oh my God! Oh Jesus! Хорош. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Вот так. Блин, интересно. Интересно. И история интересная, и сам геймплей тоже неплохой. На фоне вот этих вот мексиканских дуэлей, перестрелок. Да, конечно, как и всегда, как и любой другой шутер, он линейный. Это, в принципе, нормально. Рисовка, конечно, мое почтение. Мое почтение. Но в целом я доволен. В принципе, вот такие вот шутаны на сколько получается? На 4, там, 4,5-5 часов за один присест пройти, посмотреть. В принципе, окей.
Причем это, получается, последняя игра из серии, да, которая вышла в 2013 году. Есть еще не связанные серии 3. Одна вообще, типа, более-менее настоящая, да, там, она вышла в 2011 году, но и там в этом же году, типа, происходит, да, типа, в современном мире. И еще две другие 2006 и 2008, по-моему, года, тоже где-то на Диком Западе. Я вроде начинал играть какую-то вторую часть, там что-то «Узы крови» называется, там про двух братьев в свое время, но так и не прошел, там почти где-то в самом начале даже и остановился. Как раз вот эти первые, когда пошли дуэли, я что-то, по-моему, не понял, как типа, ее играть, что делать, думаю, сот говна. Но прошло время, теперь дело того требует разбираться, чтобы посмотреть, как что работает. И вот мы играем и проходим. Игрушка это от Game, да, по-моему, но сделана, по-моему, Техлендом. Но это не они, да, там Трояч, по-моему, да, для Call of Duty делал относительно последний, недавний проект, типа такие как Black Ops и прочее. Но вот EA, когда не доет, например, серию там футбольную, не доет серию какие Battlefield, делать что-то вроде отстраненное, и получается вроде даже и неплохо. Ну, естественно, аудиокаст актеров приглашающих на роли озвучивания профессиональные, да, это всегда прикольно. Прям реально так окунаешься вот в эту атмосферу Дикого Запада. Special thanks, как всегда. It's very special thanks. Большое спасибо. Кстати, Олег, а ты еще здесь? Поставь плюс в чат. Сейчас еще посмотрим, можно ли как-то откадешиться в эпилог и посмотреть вторую концовку. В принципе, прикольно, даже вот сделано модельки лицевые. То есть есть некоторые персонали, которые либо созданы на основе реального, как бы, какого-то реального портрета, который успели запечатлеть при жизни, да, там бандита, стрелка и так далее. Либо взято каких-то вот оцифровали персонажей на момент там, да, 2013 года, и что вот один из персонажей прям очень похож. Вот пересмотрите фильм «Быстрые и мертвые», где молодой Ди Каприо, там еще очень много актеров играет. Вот там прям есть чувак, который прям вылитый вот этот. Тоже с этими картежник, с этой бородкой, с усами. То есть прям мое почтение. Даже Ubisoft помогал. Или это Юбики сделали? Ну-ка, я пока посмотрю, что я сказал про EA Sports. Я сейчас себя поймал на мысли, а точно ли... Who did
Разработчик Techland, издатель Ubisoft, да. Все, отлично. То есть это юбики, то есть это не EA. Что-то я немножечко, как говорится, говна в прямом эфире поел. Ну окей. В принципе, вот тоже такая от юбиков интересная игрушка. Как то, когда они не доют Far Cry и прочую лупку-залупку тоже. Но относительно того, что вот с 2013 года, да, не производится ничего. Тоже. О, Russian version. Все как корректные. Спасибо большое. На Плицком, в Надежде Ленова. И главному там редактору, что сделали более-менее читаемый субтайтл. Нет, в принципе, вот эта вот игрушка, хоть она и последняя в серии, но опять же, вот местами иногда даже плохо, и ловишься на мысли, что эти серии, они не связаны, то есть ты не можешь провести какую-то параллель, какую-то вот сюжет, переходящий от серии к серии, то есть они независимые, то есть даже нет нигде никаких отсылок и прочего. Помимо еще одни Special Thanks, спасибо всему Ubisoft и Techland Team, да, за поддержку, тяжелую работу. Может, какие-то Gunslinger. Это, видимо, те, кто родился в момент разработки игры. То есть, понимаешь, даже детей, походу, увековечили в титрах. Ни хера не сделали, просто появились на свет, блять, надо добавить. И за это very special things. Так. Доступны новые режимы, новая игра плюс, значит, новая история, сохраняя все открытые навыки оружия. Доступны новый настоящий запад, пройти историю еще раз с минимум индикаторов на экране, повышенной сложности, чтобы прочувствовать все вкус запада. Для начала, так, подожди, начать новую игру. Дуэли меня не интересуют. Так, здесь у нас новая игра. Вот, для начала продолжить. Посмотрим, откуда мы начнем. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Так. Well... Ага. Так, это... то есть мне сейчас нужно опять стреляться с работягами, да? 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Загрузить контрольную точку. То есть нужно еще раз пройти, чтобы открыть... Начать выполнять задание заново при выборе Давис, прогресс. Я, видимо, наверное, и проебал, я что-то, видимо, не то нажал, вместо Enter нажал. Самородки истины, что вот это? Мы нашли, кстати, больше половины. Нашли 50. Так бы мы нашли сколько? 25. Плюс 2, 27. То есть чуть больше половины мы нашли. То есть это просто краткая справка про карточки. То есть довольно-таки даже большая информация про каждого члена какой-то банды и так далее. Черный Барт. Джим Рид. Угу. То есть все преступники, которые
Янгер. Этого, кстати, не было, но его упоминали. Блин, ну это прикольно. Ладно, тогда достижения. Что у нас там за... Посмотрим, какие достижения мы получили и получили мы. Вкладка достижения даже не работает. Списки лидеров. Непонятно. Получение данных. Данные не найдены. Ну это типа Это нужно типа в аркадном режиме играть, я понял. В общем, господа, вот тут вот такая вот игрушечка. Мне, в принципе, понравился. Не знаю, как вам. Увидимся с вами завтра. Завтра у нас суббота. Завтра залетим в Геленджик, посмотрим, что там за ивент. Разочаруемся, наверное, как всегда. Завтра видоса не будет. Стартуем в час дня. Плюсом, может быть, какой-нибудь второй стримчанский подрубим. Что-нибудь придумаю. Так далее. В общем, как-то так. Ну, господа, Twitch Трова, сейчас еще продолжим. Может быть, еще немножечко побахаем, покукарекаем. Все. Спасибо, кто был. За лайки, за дизлайки, за просмотры. Не забывайте на канал подписываться, на соцсеточки, все дела. И увидимся с вами завтра.